Здравствуйте, мужчины! Наши подписчики видели, что весь прошлый месяц мы провели в командировке в Московской области. Делали достаточно большой объем, примерно 1500 метров укладки плитки. Стяжку делали, разуклонки, входы. Продолжали наши эксперименты с затиркой. Для тех, кто первый раз попал на это видео на наш канал, коротко расскажу, в чем суть. Мы плиточники с 20-летним опытом, стажем, занимаемся только промышленными объектами. С недавних пор ведем канал на YouTube, где делимся своим опытом, своими наработками, ну и в том числе показываем нашим будущим заказчикам, как мы работаем. Наш родной город Санкт-Петербург, но также мы работаем в любом городе России и в любом городе мира, везде, где можно снять квартиру. Качество, скорость, экономия материалов, приемлемые цены. Телефон для связи в описании к ролику. А в этом видео вы увидите полусухая стяжка, зачем ее нарезают перед сдачей на карты, зачем мы разбили углы и что с этим делать дальше. Гребенка-бункер. За последние несколько объектов появился новый опыт. Мы внесли изменения в конструкцию. Все расскажем. Размечаем зал и заводим первый ряд. От чего отталкиваться, какие ориентиры брать и как не ошибиться. Что такое хороший грунт, в каких пропорциях его разводить. И как напитывать полы из полусухой стяжки перед укладкой керамогранита. Почему важно максимально быстро выложить зал и как организовать эту работу, кто за кем идет, кто что делает и почему плитки раскладываются через одну. Очень подробный будет сюжет по системе выравнивания плитки, вообще зачем она нужна, почему без нее не обойтись. Какую клипсу щелкивать первую, какую второй, какую последнюю, куда тянет клипса, в какую сторону начинает тащить плитку, как контролировать швы. Поделимся своими наблюдениями, выводами за последние несколько больших объектов через систему выравнивания. Расскажу, как мы организовываем узел по нарезке плитки. Как сделать так, чтобы не утонуть в этих хвостах. Самая дешевая в мире система пылеудаления. Поделюсь секретом. Выравнивающая стяжка по струнным маякам от А до Я. Теория, практика и почему это так удобно на таких больших площадях. Затирка швов. Продолжаем эксперименты по различной механизации этой работы. Сбылась наша давняя мечта. Мы обзавелись полотером от компании Nilfisk. Не только полотером, у нас теперь целая линейка высокопроизводительного профессионального инструмента от этого бренда. Естественно, сразу все пошло в бой. В боевых условиях все было проверено. Будет подробный обзор. Продолжение работ по струнным маякам, заливка, выравнивание клеем. Заливка комнат из коридора без маяков по черте на правиле. Тонкая доводка полов перед укладкой керамогранита плиточным клеем. Различные фишечки и нюансы. Как победить вот этот зал с длинным коридором, из которого начинаются комнаты. Снова первый ряд, разметка, фишечки. Стяжка, выравнивание стяжки,
укладка керамогранита, подрезка, затирка швов. И все это за 4 дня. Пооперационный рассказ об этой работе. Покажу, как мы облицовывали колонны, как мы их размечали, фишечки, нюансы. Вход с разуклонками, подготовка, плитка, укладка, разметка. Достаточно длинный получился анонс, ну и объект такой насыщенный. Время мы там провели месяц. Я думаю, что каждый увидит что-то свое интересное. Заказчики увидят что-то для себя, парни увидят что-то для себя. Приятного просмотра и не забывайте подписываться на наш канал. Объект мы начали с того, что разбили все перекрестия вот этих нарезанных карт полусухой стяжки. Затем качественно обеспылили, прогрунтовали и залили плиточным клеем. В общем, сейчас мы объясним, для чего, собственно, мы делали вот эти вот выемки. У меня есть специальный инструмент, дорогой Hilti. Он специально предназначен для определения пустот. В общем, что тут сейчас происходит на этой стяжке? То есть это новая стяжка сделана, да? И, видимо, при высыхании, то есть вот у нас, видишь, распилены тут все швы, распилены или по картам сделаны, ну вроде как распилены, то есть распилено это все для того, чтобы... Распилено по-свежему, судя по всему. По-свежему, да, чтобы это усыхалось и как бы, ну, чтобы не лопалась стяжка, то есть ей надо дать этот момент усыхания, вот, но что у нас все центра, они все, вот, ну здесь это единственное, наверное, место, где буквы, а все центра, они все жесткие, все плотно лежат вообще на основании, абсолютно здесь вообще нигде нету буртения. Вот, но вот на всех местах вот этих распилов, вот, сразу слышно, вот буквально только подходит к краю, сразу начинается, не знаю, насколько это будет слышно все в камере хорошо, изменение звука, но мне там сразу понятно. Все, как только к краю подходит, сразу начинается, и особенно все углы. Что все-таки, так как верх высыхает быстрее, эту стяжку немного закрутило. Ну, есть еще другой момент, когда мы кладем правило на все швы, то есть было везде ровно, да, в какой-то момент все затерто ровно, все было сделано идеально ровно, то есть везде стяжка вот по центрам, везде она ровная. И вот на этих углах, да, хотя здесь распилено, это было единое поле ровное. И вот сейчас на этих перекрестьях везде правило болтается. Вот, смотрите. Вот, но мы берем, сразу правило ставим на центр, и тут все ровно. Да, кстати, это вот так вот кайфово сделали нам полы. Так что полы были близки к идеалу. Единственные моменты и нюансы были на вот этих распилах, на швах. Мы прошли по ним фрезой, подточили, разбитые углы залили клеем. Пока наши парни занимались швами, мы занялись настройкой клещей для работы с системой выравнивания. Сразу хочу сказать, что в этот раз эта система нас разочаровала. Подробно об этом поговорим чуть попозже в этом же ролике. Далее мы занялись пересборкой гребенки бункера на нужный нам размер. За всю нашу карьеру еще не было такого случая, что мы закончили объект, переехали на другой, и размер гребенки бункера подошел. Опять же, там под разные полы, под разные условия меняется размер зуба, меняется ширина самого бункера. По-моему, был один раз, когда она могла подойти, но кто-то что-то из парней неправильно померил, и ее все равно разобрали, хотя размер подходил. С каждым новым объектом в конструкцию вносятся какие-то изменения. Не исключением был и этот объект. В этот раз мы добавили отрицательный наклон на
передней держащей планки. Добавили стальные полозья на на бока алюминиевого правила. Потому что где-то к середине зала мы столкнулись с тем, что у нас стерлись направляющие алюминиевые и начала играть гребенка. Я снял очень подробное, супер нудное, но очень прям вот все детали, все нюансы видео по сборке бункера. Выложу его либо на нашем канале, либо на лайв-канале. В любом случае ссылка будет в описании к этому ролику. Прям будет ссылка на сборка гребенки бункера. Тем временем мы определились, где пойдет первый ряд. Освободили большую поляну. Ее вымели, пропылесосили и приступили к грунтованию. Грунт у нас на объекте оказался Perfecta Expert концентрат. Первый раз таким работали. Грунт нам очень понравился. Качественный и, самое главное, недорогой. Рекомендую. Ссылки на него тоже оставлю в описании. Такие полы из полусухой стяжки нужно хорошо напитывать. Поэтому мы разводим грунт, как рекомендует производитель. Может быть, чуть-чуть там, по-моему, рекомендует 1 к 5. Мы, наверное, разводили 1 к 6. Почему я вообще так заостряюсь на этой операции? Вроде простая операция грунт, но именно эта стяжка сосет воду очень хорошо. Поэтому не жалейте грунт, пропитывайте полы. Дождитесь, пока уйдут лужи, чтобы это все подсохло. Можно даже еще разочек потом пройти, лишним не будет. Далее мы разметили зал, выставили свои отметки проверочные, натянули нитку и погнали первый ряд. По аналогии с гребенкой бункер я снял подробное видео про разметку, но оно слишком длинное, поэтому приведу какие-то краткие выдержки, основные, так сказать, реперные точки, на которые мы ориентировались при разметке зала. А остальное, опять же, будет ссылкой в описании. Полный ролик по разметке зала. С разметкой очень просто, потому что мы, в общем, привязаны, конечно, к этому две двери. Одна с этой стороны, одна с этой. Есть такие небольшие разуплонки. Смысл, конечно, в том, что нам лучше на пороге, вот на этом разрезе, да, то есть тут у нас по-любому будет ломаться плоскость. И, более красиво это будет выглядеть, если тут будет целая плитка. Так, более презентабельно. Вот. И так как мы завязаны, то мы начали от входа, то есть опять-таки целую сюда мы ставим, на этот излом тоже, на пороге. Соответственно, мы немножко заступили сюда, за такой важный момент, лучше заступить за это место излома, чтобы потом нормально, адекватно выложить. Это, из опыта просто, так намного проще. С этим понятно, да, вот. И руководствуясь этим углом, то есть мы, конечно, завели в ту сторону по длинному ряду, соответственно, вот. А дальше все просто, когда первые ряды выведены, первый длинный ряд, дальше уже это просто конвейер. На видео видно, едет гребенка бункер, парни через одну выкладывают плитку, потом идет человек, проставляет клипсы. Почему через одну? Чтобы ставить боковые клипсы системы выравнивания. Это звено состоит из 4-5 человек. Один человек все время мешает клей, еще один человек все время наносит клей, работает конкретно с гребенкой бункер, и 2-3 раскладывает плитку и вставляет клипсы. Вот на видео видно, что гребенка бункер остановилась, все звено сидит, курит, пьет чай, потому что мы со Славой закисли на выравнивании. Еще один специалист сейчас не в кадре, он левее доравнивает хвост предыдущего ряда. А мы закисли что-то эти
нарезанные карты стяжки, и вот там перепады высоты, вот что-то там не пошло. И, кстати, уже практически треть зала сделана. По-моему, там начал бункер компенсировать мозг. Ну, в связи с тем, что пошел уже износ полозьев. Очень важный момент, вот именно нанесение, нагребение клея в бункере. Нужно каждый день обязательно бункер отмывать, все проверять. Потому что износ полозьев там, на миллиметр-два начинает бункер как на качелях качаться. Дает какие-то слои. Они небольшие, но это уже начинает сказываться. И ну, то, что вы видели, машина начинает буксовать. Еще один момент, который хотелось бы сразу обсудить, потому что это очень частый коммент, который нам пишут: деформационные швы. Специально записали видео, закроем вопрос раз и навсегда. В общем, нас очень часто спрашивают про вот эти, это речь как раз про деформационные, разделительные швы. Вот сейчас вот у нас есть тут куча швов, как раз, и, ну, это особая отдельная тема для того, чтобы разобраться, допустим, давай их подснимем. Что это за швы, да, мы их поснимем, тут их очень много. Что это за швы? То есть их называют иногда деформационными. То есть не все швы являются деформационными швами. В данном случае у нас тут это вообще швы не деформационные. Это просто разделение по картам, грубо говоря. Ну, те, кто делали сухую стяжку, полусухую, да, они распилили потом эту стяжку на небольшие карты для того, чтобы она там имела возможность осаживаться, там, усыхать, чтобы она не полопалась по всему полю, по всему периметру. Вот для этого ее распиливают, чтобы не было трещин. Вот кстати, трещина вон есть. Вот, да, вот таких вот, чтобы вот их не было, как раз это все напиливают. То есть что такое деформационный шов? По сути, деформационный шов — это межплитные, как бы, вот эти стыки по фундаменту. Вот там ставят деформационный шов. А тут нам вот крошить это поле на вот это огромное количество каких-то швов, непонятно от чего они тут, да. Ну и, собственно, мне-то понятно, что это не деформационный шов. Смысла, конечно, в этом никакого нету. Слава, ну мы же с тобой делали деформационный шов. Давай расскажем пацанам, что это такое, как это выглядит вообще. Во-первых, то есть их, конечно, разные виды существуют. Ну, примерно смысл примерно одинаковый. И деформационный шов — это очень сложно, и я хочу отметить, что это очень дорогая конструкция. И сложная еще она и в установке при этом. То есть это не просто так вот что-то тут положил, какой-то деформационный шов, и к нему там стыкуешь. Это надо выдалбливать, там, под нее готовить эту штрабу, куда там его установить. Его там заливают в цемент, и только после этого подходит к нему плитка. Это, ну и стоит он вообще-то космические деньги, он имеет некую ширину, опять-таки. Ну и это, то есть смысл, как бы, вот люди просто некоторые, видимо, не понимают, но при этом говорят, но нас как бы пытаются упрекнуть в том, что мы там не сделали деформационный шов, кого-то я их с собой ношу, эти швы, и вот вставляют везде, где вот не надо. Шов плитки, да, мы делали такие швы, это серьезная конструкция. То есть мы даже, по сути, как бы в основном установкой не занимаемся даже этих швов. То есть, ну, конечно, там ничего такого мега сложного нету, но это целая работа все равно при этом, при всем. Ну, то есть их не устанавливают просто так вот, лишь бы где-то, где вот нашли какой-то там срез. И для них есть, как бы, это инженеры там уже говорят, там надо или не надо там этот шов ставить, а не так, что там везде его понатыкать. И нужно, конечно, понимать, что нашими вот некими деформационными швами являются в том числе и швы плитки. То есть затирка, она как раз несет на себе функцию деформационного, ну, мини-шва, там, скажем, между плитками. И, в общем, в чем сложность именно вот этого ряда? То есть он действительно для нас будет очень сложный, самый неприятный вообще по работе.
Вот как раз почему нужно делать, желательно делать, чем быстрее, тем лучше. То есть чем больше мы за день выгоняем, чем меньше у нас таких рядов будет, тем лучше. То есть, ну, соответственно, нам все равно этого не избежать. И вот у нас вот будет сейчас вот этот первый ряд самый неприятный. Чем он неприятный? Показывай. Неприятный он в следующем. Вот эта плитка, она у нас уже неподвижная. Здесь у нас будет подвижность. Соответственно, когда мы гоним поле, то я могу трамбовать как эту плитку, так и эту плитку на поле, да, могу трамбовать, то есть подгонять и тогда их закреплять, стягивать уже конкретно этой системой. Они обе подвижные. Но в данном случае у нас эта плитка неподвижная, и это как раз вот тот самый отрицательный момент. Она где-то может стоять чуть выше, где-то чуть ниже, и мне придется, единственный вариант, это корректировать эту плитку. То есть если у меня где-то встала эта плитка, осталась чуть выше, и у меня эта плитка проваливается, то есть мне ее приходится поднимать, подкладывать клей, чтобы затягивать. И еще есть один момент. Ну и соответственно также, если она будет, эта плитка чуть выше, то мне придется ее трамбовать до этого уровня. Еще один момент есть. Чем это плохо, ну вот этот плохо ряд? Тем, что вот эта вот система, она сейчас застряла в клею, и она, как бы, как сказать, но она не совсем некорректно сейчас работает, она не стягивает нормально две плитки. Как бы мне это объяснить сейчас? То есть вот из-за того, что она сейчас заморожена, сама она неподвижна, она может быть встать там где-нибудь, ну я не знаю, допустим, какой-то на миллиметр ниже плитки она может встать. То есть при работе, когда мы, допустим, на поле, да, даже если она там поначалу встала ниже плитки, то мы при затягивании, она, конечно, поднимается, вот эта платформа, она поднимается прижимается к обеим краям снизу. А в данном случае она уже перестает подниматься. Единственное, чем мы как бы затягиваем, это только вот этот верхний клин, который будет как бы, слегка подрагивать. То есть у нас плитка не вытягивается снизу, да, то есть если здесь есть небольшой зазорчик, вот от этой ножки до плитки, то у нас уже эта система, она не подтягивается к плиткам. Вот, я понимаю, что кто-то скажет, да, для чего там взяли бы там это, зачем вам сразу ставить, просто там клей почистили там, и в общем, такой объем зачистить, вот допустим, вот эти все края даже пройтись, зачистить там, и все это, целая реальная работа. Каждая маленькая операция — это работа большая. В данной квартире можно было бы тут слегка почистить, там вставить там, несколько плиток, это не проблема. А когда вот такой вот весь ряд, вот это все вычистить, установить, тут это целая работа. То есть, приходится, нам проще, конечно, при установке поработать с этим рядом и поравнять их как-то вручную и слегка обтянуть клином, то есть, добиться такого ровного результата, чем вот, конечно, опять-таки точить и здесь вытачивать эти желоба какие-то, и чтобы у нас вот эта система свободна. А что, все просто, мы подминаем плиточку. Вот эти защелки, как я говорил, они не работают на полную силу, то есть и смысла затягивать сильно там, допустим, их нету, просто поджимаю и все. Вот я сравнивал плитки по высоте, вот по высоте сравнял и руками подтянул, потому что, я говорю, обтягивать смысла нет особо, они просто оторвутся и все. Все остальное как бы так как и раньше то же самое, ничем не отличается. Если плитка проваливается, соответственно, ее только поднимать и подкладывать туда клей. Для чего у нас помощь присутствует. То есть, соответственно, это просто очень много ручного труда. Такой, да, посложнее. Не то чтобы тут как-то супер сложно, но приходится повозиться с этим рядом. Наверное, нас может кто-нибудь спросит, почему мы
Ну, вообще, кто-то, наверное, заметил уже, что зачем мы вставляем эти штучки вверх ногами вот сюда. То есть мы начали, вот это соответствует крестику, сейчас тут нет крестика. Соответствует крестику 2,5 миллиметра. То есть одинаково они у нас совпадают, что мы начали с крестика 2,5 миллиметра. Сама вот эта ножка здесь 1,5 миллиметра. Вот. И дали запас на швах, чтобы в случае, если плитка у нас попадается кривая, там, но она попадается разных размеров, там это, у них даже допуски есть на коробках. То есть для этого мы оставили небольшой запас, чтобы мы могли как-то корректировать укладку. Вот оторвалось. Вот, оторвался, да. Ну, отрывается, да. Причем рукой. Ну, отрывается, да. Тут это как раз вот эти клипсы, они заморожены, они отрываются. Я разделю видео на две части. Тяжело осилить все-таки часовую версию. Полчаса будет полегче. Спасибо всем, кто досмотрел до этого места. Помните, что лучшая благодарность автору – это поделиться видео со своими друзьями. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, поставьте лайк или дизлайк. Ну, в любом случае проявите какую-нибудь активность. Приятно видеть фидбэк. Как всегда, все музыкальные треки я выложу в нашу группу ВКонтакте. Также не забывайте подписываться на наш Инстаграм. Там идут новости в режиме онлайн, а видео все-таки выкладываются с задержкой в месяц, а потом бывает и в 2, а некоторые через полгода только выходят. Поэтому Инстаграм. И недавно я зарегистрировал канал в Телеграм, куда мы скидываем заказы. Этот чат плиточников, где мы общаемся, обсуждаем какие-то насущные проблемы. Подписывайтесь, ссылки на все будут в описании. Также пишите комментарии, какие видео первые монтировать из превью. Понимаю, что какие-то темы вам интересней, какие-то менее интересней. Ссылка на продолжение ролика по этому объекту также будет в описании или в плейлисте на канале YouTube. Всем спасибо и пока.